Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. С этого видео начинается серия лекций на тему проектирования систем управления автомобилей. Сначала про рулевое управление. Первая тема – общие сведения и требования к рулевому управлению. Существуют следующие способы поворота автомобиля. Кинематический и силовой. Кинематический делится на поворот с помощью управляемой оси, на поворот с помощью управляемых колес и на поворот с помощью сочлененных звеньев. Силовой поворот представляет собой бортовой поворот. Поворот обеспечивается за счет разности скорости вращения колес и усилий с левого и правого борта автомобиля. На данном слайде изображены машины, представляющие различные способы поворота из представленных на предыдущем слайде. Можете поставить на паузу и попробовать догадаться, какой из способов поворота относится к каждому из рисунков. А вот правильный ответ. Самосвал БелАЗ представляет собой поворот с помощью управляемых осей. Колеса одной оси поворачиваются вместе с этой осью. Гоночный автомобиль Ferrari демонстрирует управляемые колеса, которые поворачиваются относительно передней оси автомобиля. На погрузчике Амкадор колеса сохраняют свое положение относительно звеньев, к которым относятся, а поворот осуществляется за счет изменения относительного углового положения этих звеньев. Мини-погрузчик Амкадор поворачивается за счет разного направления вращения колес левого и правого бортов. Рулевое управление – это совокупность механизмов автомобиля, обеспечивающих его движение по заданному водителем направлению, в соответствии с ГОСТ 18667 1973 года. В соответствии с учебником под редакцией Гришкевича, рулевое управление – это совокупность устройств, обеспечивающих поворот управляемых колес автомобиля при воздействии водителя на рулевое колесо. Какое же различие между этими определениями? В соответствии со словарем, справочником по механизмам под редакцией Крайнего А.Ф., устройство – это общее название для любого из понятий: машины, механизма, агрегата, узла, соединения звена. Механизм – это система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких твердых тел в требуемое движение других тел. Таким образом, в учебнике автомобилей приводится определение в более широком смысле, а в ГОСТ подразумевается некая техническая система, состоящая из твердых тел. То есть, по сути, в стандарте приводится механический привод управляемых колес. Существует такой нормативный акт, как Технический регламент Таможенного союза 018/2011 года. В нем отсутствует определение рулевого управления, хотя некоторые определения, связанные с рулевым управлением, в нем есть. Из чего же состоит рулевое управление? Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода. В различных источниках то, что включается в эти понятия, отличается, но данная серия лекций основана на следующей классификации. К рулевому механизму относятся рулевое колесо, рулевой вал, карданный вал, рулевой редуктор или передача. Рулевой привод – это, как правило, набор тяг. В любом случае, та часть рулевого управления, которая находится между рулевым механизмом и управляемыми колесами. Определение рулевого механизма в соответствии с ГОСТ 18667 1973 года. Это часть рулевого управления автомобиля, осуществляющая передачу усилий от водителя к рулевому приводу. Есть такое определение в интернете. Часть рулевого привода, предназначенная для преобразования вращательных движений рулевого колеса, возвратно-поступательное движение рулевого привода. Определение из интернет указывает на то, что рулевой механизм – это часть рулевого привода, хотя классически рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода. Определение из ГОСТ указывает на передачу усилия, а определение из интернет указывает на преобразование вида движения. Но тут есть ошибка. Вращательное движение, например, коленвала компрессора,
преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня, а в рулевом управлении возвратность не появляется, если водитель ее изначально не задаст. Так что вывод такой: не стоит доверять сети интернет. По определению из технического регламента Таможенного союза 018/2011 года, рулевой механизм преобразует вращение рулевого колеса в поступательное перемещение рулевого привода, вызывающее поворот управляемых колес. Это определение похоже на определение из интернета. Здесь нет упоминания о рулевом приводе как о целом, но существенным является преобразование вращения в поступательное перемещение. Упоминание поворота управляемых колес говорит о том, что определение относится только к одному способу поворота. В соответствии с определением в учебнике Гришкевича, предназначен для передачи усилий от водителя к рулевому приводу и для увеличения крутящего момента, приложенного к рулевому колесу. Он состоит из рулевого колеса, вала и редуктора. Это определение, кроме передачи усилия, существенным для рулевого механизма выделяет способность увеличения крутящего момента. Состав рулевого механизма говорит о том, что вид выходного движения зависит от типа рулевой передачи, а значит, оно может быть как вращательным, так и поступательным. В двух первых примерах это вращение, в третьем – поступательное движение. Рулевая передача бывает различных типов: червячная, винтовая, кривошипная, реечная. Можете видеть, это червячный, винтовой и реечный. Но кривошипные здесь не представлены, так как они довольно-таки устарели, в принципе, как и червячные. Если знаете современное использование этого механизма, обязательно пишите в комментариях. Если вам известны другие типы механизмов, можете в комментариях поделиться информацией. Загадка по рулевой передаче. Существуют ли автомобили с рулевым управлением без рулевой передачи? Можете поставить на паузу, подумать. А если вы уже подумали, то продолжаем. Известный автомобиль картинг не является автомобилем для перемещения по общедоступным дорогам, но при этом в регламенте соревнований указывается, что картинг – это автомобиль с 4 колесами. У этого автомобиля нет рулевой передачи, но есть рулевой механизм. К рулевому валу крепится сошка, к которой присоединяются поперечные тяги, поворачивающие рычаги, а вместе с ними управляемые колеса. Итак, рулевой привод в соответствии с ГОСТ 18667/73 года – это часть рулевого управления автомобиля, осуществляющая передачу усилий от рулевого механизма к управляемым колесам автомобиля. Это определение указывает на связь рулевого механизма с управляемыми колесами, но не дает существенных признаков рулевого привода по сравнению с рулевым механизмом. На рисунке изображен рулевой привод. Рулевые рычаги, тяги и сошка. Сошка – деталь номер 2. Сошка преобразует вращательное движение выходного вала рулевого механизма в поступательное движение тяг рулевого привода. По определению из технического регламента Таможенного союза 018/2011 года, система тяг и рычагов, осуществляющая связь управляемых колес автомобиля с рулевым механизмом. Как видно, в ГОСТ передача усилий. А здесь всего лишь связь, но связь механическая, в отличие от ГОСТ, где характер связи не указан. Так что путаница в определениях есть, и необходимо использовать каждое определение в отношении тех документов, в которых они даны. Рулевой привод бывает следующих типов в соответствии с ГОСТ 18667/73 года: механический, гидравлический, электрический. Ну, механический, понятно, включает только механические устройства. Гидравлический, естественно, рулевой привод не может обойтись без механических частей, поэтому гидравлический рулевой привод, он включает как механические, так и гидравлические устройства. Электрический рулевой привод включает и электрические, и механические устройства, по аналогии с гидравлическим приводом. Если вам известны другие какие-то варианты типов рулевого привода, можете писать в комментариях.
Рулевой привод также можно разделить на рулевой привод без усилителя, с усилителем и активный. Из конспекта доктора технических наук Иванова Валентина Георгиевича. Вот показано два варианта рулевого привода. Можете догадаться сами, где какой. Слева показан гидравлический рулевой привод, а справа электрический. В гидравлическом приводе есть руль, который вращает регулятор. К нему подается и отводится рабочая жидкость. А уже в зависимости от того, в какую сторону вращается руль и на какую величину, жидкость подается либо в левую, либо в правую полости гидроцилиндра, который уже поворачивает управляемые колеса. Аналогичная ситуация и с электрическим рулевым приводом. Вращается руль, электрический электронный механизм определяет величину поворота, скорость поворота. Блок управления подает сигналы на электродвигатели, которые поворачивают управляемые колеса за счет рулевой передачи и тяг. Частью рулевого привода является рулевая трапеция. Значит, это часть рулевого привода автомобиля, обеспечивающая необходимое соотношение между углами поворота управляемых колес. В соответствии с ГОСТ 18667 1973 года. В этой технической системе видится существенная задача рулевого привода – повернуть управляемые колеса на требуемые углы. Есть понятие также такое, как управляемое колесо. Это колесо, изменяющее направление движения автомобиля с помощью рулевого управления. По техническому регламенту Таможенного союза 018/2011 определение – это колесо, приводимое в действие рулевым управлением транспортного средства. Также можете заметить разницу в определении. В рулевое управление входит усилитель. Это часть рулевого привода, служащая для создания дополнительного усилия с целью облегчения управления автомобилем. Усилители бывают гидравлические, пневматические, электрические. При этом электрический усилитель отсутствует в ГОСТ 18667 1973 года. Ну, видимо, потому что в то время такие усилители не использовались и не были изобретены. На данном слайде вы можете видеть варианты этих усилителей. Это гидравлический усилитель, это электрический усилитель и здесь пневматический. Но пневматический в настоящее время уже не используется, поэтому, как вы видите, картинка очень старая. Гидравлический усилитель помогает облегчить труд водителя за счет давления жидкости на поршень, а электрический за счет электродвигателя. Есть также такое понятие, как активное рулевое управление. Активное рулевое управление обеспечивает изменение передаточного отношения между рулевым колесом и управляемыми колесами в зависимости от условий движения. Можно подразделить на следующие типы. Управление одной оси, несколькими осями и одним колесом. То есть каждым колесом индивидуально. Необходимо отличать активное рулевое управление от управления несколькими осями или с переменным передаточным отношением рулевой передачи. Потому что активное рулевое управление в первую очередь – это изменение передаточного отношения в зависимости от условий движения. На данном слайде представлен элемент активного рулевого управления. Это рулевая передача и внешний вид автомобиля с двумя управляемыми осями и активным рулевым управлением. Вот рулевая передача, а здесь автомобиль и управляемые колеса. Немного рулевой передачи. Как видно, она более сложная, чем при классическом рулевом управлении. Здесь дополнительно имеется дифференциальный механизм, который позволяет суммировать воздействие от водителя и электродвигателя. Какие требования предъявляют к рулевому управлению? Общие требования – это малая траектория поворота, спонтанное реагирование на действия водителя, легкость управления, обратная связь по сцеплению через рулевое колесо, стабилизация, отсутствие склонности к автоколебаниям, износостойкость, отсутствие ударов на рулевое колесо при наезде на препятствие. Требования к рулевому управлению по надежности и пассивной безопасности. Стопорение всех резьбовых соединений, относительное удлинение деталей 10-15% должно обеспечиваться. Рулевая колонка должна складываться при аварии. Рулевое колесо должно быть сделано из энергопоглощающих материалов, но не разрушаться при аварии.
обеспечение ограничителями поворота незадевания за крыло и отсутствие перекручивания шлангов при повороте управляемых колес. Люфты должны компенсироваться автоматически. Ну и еще одна загадка. В соответствии с ГОСТ 18667 1973 года, рулевое управление автомобиля – это совокупность механизмов автомобиля, обеспечивающих его движение по заданному водителем направлению. В этом определении отсутствует упоминание о повороте управляемых колес, а говорится лишь о направлении движения. Поэтому вопрос, может ли другая система автомобиля, кроме рулевого управления, подходить под это определение? Стоит, конечно, сделать скидку на то, что здесь упоминается механизм, а не устройство. И как мы видим, в автогонках Формулы-1 в 1998 году одна из команд применила следующую хитрость. Она использовала не одну педаль в тормозной системе, а две. Для чего нужна была вторая педаль? Для того, чтобы подтормаживать дополнительно задними колесами. То есть в повороте, в зависимости от того, в какую сторону поворачивал автомобиль, подтормаживалось заднее колесо. Либо правое, либо левое. Таким образом, на автомобиль действовал дополнительный разворачивающий момент, который помогал входить в поворот намного увереннее, чем использование только управляемых колес при повороте. И, кстати, предлагаю вам догадаться, найти или кто-то, может, знает название команды, модель автомобиля и пилот, который изображен на этой фотографии. На этом лекция по теме 1 закончена. Спасибо за внимание.